Привет, зрители Stop Game! Как выяснилось, не все смотрят утром, поэтому я реально не знаю, как нужно здороваться в начале выпуска. Предлагайте свои варианты в комментах, потом выберу. А в эфире инфакт. Несмотря на ценник в $700 и не самые грандиозные улучшения, новоиспеченная PlayStation 5 Pro показала впечатляющие стартовые результаты, которые, что самое интересное, превосходят показатели PS4 Pro за аналогичный период, хотя та оказалась гораздо более адекватной покупкой. Информацией об успехах PS5 Pro поделился лично главный операционный и финансовый директор Sony Group Corporation Hiroki Tatoki в недавнем интервью Nikkei Asia. Tatoki отметил, что уже получал замечания, какая абстрактная формулировка, касательно цены усовершенствованной консоли, однако, несмотря на это, в компании, разумеется, не собираются снижать ее. Примечательно также, что желающие приобрести PlayStation 5 Pro не столкнулись с дефицитом консолей на запуске. Даже наоборот, по сообщению VJC, перекупщики стали продавать PS5 Pro себе в убыток, то есть ниже розничной цены. Нет, ну хотя бы ради этого PS5 Pro стоит отдать свои респекты, потому что перекупы были наказаны. В грядущий RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment нельзя будет закрутить роман ни с одним из соратников. В интервью Games Radar руководитель проекта Кэрри Паттель прокомментировала решение команды отказаться от виртуальных любовных интриг. По мнению директора, показать интересных персонажей можно и без романтических отношений. Кроме того, все эти половые отношения создают массу дополнительных проблем. Например, герои должны раскрыться даже в том случае, если пользователь не станет никого романтить, а это уже, получается, X2 работы. Вот цитата разработчицы. «Это гигантский объем работы. Нужно все сделать правильно, и в том числе убедиться, что игрок, который решил не заводить роман, но при этом хотел бы построить близкие отношения с компаньонами, получит такие же глубокие впечатления от дружбы или союза, какие получил бы от романа. И поэтому мы посчитали, что лучше всего расскажем истории компаньонов и их отношений с игроком без механики романов». Конец цитаты. В Avowed можно будет никого не романсить 18 февраля на ПК и Xbox Series, включая Game Pass, разумеется. Русская локализация, если что, пока не подтверждена. Новости про Stalker 2. Те самые новости, которые не вызывают никакого шума в комментариях. GSC Game World отправила диски со Stalker 2 Heart of Chernobyl в печать. Обычно после данного этапа переносы уже не случаются, так что ожидание фанатов, наконец, подходит к концу. Сейчас просто кратко повторю историю этой игры, чтобы особо не следящие за серией понимали, почему это масштабное событие. Сиквел анонсировали еще 14 лет назад. Тогда его планировали выкатить в 2012 году, но из-за финансовых трудностей производство сначала встало на паузу, а потом заглохло. В 2014 студия вновь заявила о себе, но без новостей про игру. А в 2018 заново анонсировала Stalker 2. Разработчики планировали выпустить сиквел еще весной 22-го, но затем несколько раз переносили релиз. В последний раз команда отложила запуск игры летом 24-го, чтобы провести дополнительную полировку. И вот теперь, похоже, переносом придет конец. Пресса уже успела поделиться впечатлениями от «Сердца Чернобыля» в финальных превью перед релизом. Несмотря на то, что для ознакомления была доступна лишь малая часть, игра смогла поразить журналистов своей красотой, системой квестов и другим. Кстати, для тех, кто пропустил, у нас на основном канале есть подкаст с Tokyo Game Show, где как раз есть немножечко про Stalker 2. Можете его послушать, если пропустили. Или не смотреть подкаст, а просто дождаться 20 ноября, сесть за свой ПК или Xbox Series и, наконец, оценить продолжение. Самому, честно говоря, очень интересно попробовать. Приключения адвокатов Nintendo, ребята, те самые новости про адвокатов Nintendo, самые мои любимые новости. В сентябре Nintendo начала судебное разбирательство с авторами Palworld из компании Pocket Pair вследствие нарушения патентных прав. На момент подачи иска разработчики понятия не имели, какие именно патенты они нарушили, но не переживайте, им объяснили. Вот сейчас Pocket Pair наконец поделилась деталями процесса. В иске Nintendo утверждается, что Palworld нарушает 3 японских патента. Они касаются характеристик для серии Pokemon геймплейных механик, вроде ловли существ и езды на них. Примечательно, что все 3 патента были получены Nintendo после января 24-го,
то есть уже после релиза Palworld. Тем не менее, каждая упомянутая в иске заявка записана в качестве продолжения серии патентов, которые Nintendo подала в 2021 году во время разработки Pokemon Legends Arceus. Короче, Nintendo воспользовалась авторскими правами 2021 года и привязала к ним новые патенты из 2024. При этом заявки на обозначенные патенты были поданы вскоре после того, как Pocket Pair начала выкладывать геймплейные демонстрации Palworld. То есть схему вы понимаете. Они как бы начали готовить заявки свои судебные не в момент выхода Palworld, а в момент рекламы Palworld, подстелили соломку и потом к ней подвязали свои новые патенты. Вот такие вот хитрые у Nintendo адвокаты, да. В итоге таких махинаций компания требует от Pocket Pair финансовую компенсацию в размере 10 миллионов йен. То есть всего 66 тысяч долларов. С учетом оглушительного успеха Palworld, эта сумма довольно незначительная. Однако опасность все же кроется в другом. Затраты на судебные тяжбы с Nintendo легко могут превысить миллионы долларов. Pocket Pair также сообщает, что Nintendo добивается судебного запрета в отношении Palworld, который приостановит продажи игры до тех пор, пока не будут удалены нарушающие авторские права механики. Кроме того, Nintendo потребует дополнительно около 33 тысяч долларов на сухарики за просрочку платежей как для себя, так и для The Pokemon Company. Будет ли Pocket Pair бороться за свои права, неизвестно. С некоторых пор Sony стала требовать привязку к PSN-аккаунту в своих играх на ПК. Обитатели народной платформы, мягко говоря, не в восторге от этого правила. По их мнению, оно создает больше неудобств, чем приносит пользы. И с этим тяжело спорить. Когда игра у вас раньше в регионе продавалась, а теперь не продается из-за PSN-аккаунта, это не очень удобно. Однако главный операционный и финансовый директор Sony Group Corporation Хироки Тотоки считает, что есть и плюсы. Говорит, но чтобы поддерживать порядок в играх-сервисах и обеспечить всем возможность играть безопасно, мы должны создать среду, способствующую этому. И, конечно, чтобы все могли свободно наслаждаться проектами. Конец цитаты. Руководитель прокомментировал вопрос лишь в контексте сервисных тайтлов. Как аккаунт PSN поддерживает порядок и безопасность в одиночных играх по типу God of War Ragnarok и Horizon Zero Dawn Remastered, неясно. Ну разве что, чтобы в Вальгале никто не мог назвать Кратоса читером, а то чё он такой крутой? Наверное, в этом причина. На Netflix открылся доступ к 3 первым эпизодам второго и заключительного сезона Arcane, сериала по вселенной League of Legends. Критикам же разрешили посмотреть 6 эпизодов из 9. По мнению прессы, продолжение получилось достойным, но с небольшими огрехами. На момент подготовки выпуска у второго сезона Arcane на Rotten Tomatoes красуется 100% свежесть, а пользовательская оценка замерла на отметке 96%. Продолжение Arcane нахваливают за превосходную анимацию, хорошо прописанных героев, будоражащий экшен, выдающуюся игру актеров, отличную музыку и историю. Правда, по мнению некоторых, второй сезон слишком долго распутывает собственный сюжет. Однако темп повествования все же ускоряется, и сериалу, цитата, «удается вернуть кое-что из того, что делало предыдущий сезон особенным», считает критик с портала Discussing Film. Цитаты из обзоров ждут вас по ссылке в описании, в заметке, но вот что скажу от себя. Вот зачем я копил все это личное мнение про сериалы, чтобы вот здесь его высказать, ну наконец-то. Короче, первые 3 серии, которые посмотрел, ощущаются именно как продолжение, то есть разрывной драмы, как в 3-й серии первого сезона, я не ощутил, но серии все еще захватывают и смотрятся на одном дыхании. Буквально как будто после 9-й серии идет 10-я, 11-я, ну и так далее, как, наверное, и должно быть. Как в BioWare и обещали, день N7 действительно прошел довольно тихо. Однако СМИ постарались сделать праздник лучше. Если верить Variety, Amazon официально взялась за производство сериала по Mass Effect. Напомню, слухи об экранизации ходили еще несколько лет назад. Подробностей пока, разумеется, мало. Сценаристом и исполнительным продюсером адаптации выступит Дэниел Кейси, ранее приложивший руку к сюжету 9-го Форсажа. Очень известная глубоким сюжетом франшиза, если вы не знали. Также продюсированием займется Майкл Гэмбл, исполнительный продюсер в BioWare и руководитель следующей части Mass Effect. На этом закругляем сегодняшний инфакт, но не стоит расстраиваться, предложу вам другие штуки для поглядеть за обедом. У нас есть вот Refund, где Семен и Вася разобрали несколько AAA игр. Да, я ничего не перепутал, именно Семен и Вася именно в Refund. А еще есть текстовый обзор Life is Strange Double Exposure от Катерины Краснопольской. Там в комментах бурлят обсуждения, так что присоединяйтесь.
И да, кстати, напоминаю про свою просьбу из начала выпуска. Нам нужно определиться с приветствием, ребята. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!